Компания Toyota наконец-то представила долгожданный Land Cruiser Prado 6-го поколения. Внедорожник дебютировал в Северной Америке. Новый Prado получил брутальную внешность в ретро-стиле, причем на выбор будет предложено два варианта дизайна. В компании сделали ставку на утилитарные версии с некрашенными бамперами и тканевым салоном. В интерьере сохранилось обилие физических кнопок и переключателей, а обширная гамма двигателей включает как консервативный атмосферник 2TR FE, так и современную гибридную систему iForce Max. При этом механической коробки передач у Prado больше нет. Но это далеко не все изменения, которые получил новый Prado. В этом видео я расскажу вам все детали и подробности о Land Cruiser Prado нового поколения J250. Премьера нового Land Cruiser Prado является редким и масштабным событием, ведь уходящая модель серии J150 продержалась на конвейере 14 лет. Дебют новинки состоялся в Северной Америке, и Toyota делает еще одну попытку вернуть Land Cruiser в США. В угоду заокеанским клиентам поменялось позиционирование модели. Land Cruiser Prado сделал шаг к утилитарности и обрел модную внешность в ретро-стиле. В Америке и Европе он будет продаваться как просто Toyota Land Cruiser без приставки Prado. Смена формата обусловлена тем, что у Toyota в американском премиум-сегменте находится новый Lexus GX, а на семейных пользователей ориентирована Toyota Sequoia. А новый Land Cruiser Prado будет выступать в роли утилитарного внедорожника. Внешность новинки не стала неожиданностью, ведь направление развития дизайна еще 2 месяца назад показал родственный Lexus GX, который делит с Prado шасси, кузов и технику. На канале, кстати, про него есть отдельный подробный обзор. Если вы еще его не видели, то ссылку на ролик оставлю в конце этого видео. Дизайнеры вдохновлялись первопроходцами современного брутального стиля. Это Land Rover Defender и Ford Bronco. Но в оформлении передка и кормы можно заметить отсылки к Land Cruiser 60, родом из 80-х. Лобовое стекло у Prado теперь установлено ближе к вертикали. Вместо плавных обводов преобладают острые углы и плоские поверхности. Базовая версия 1958 и топ-комплектация First Edition оснащаются ностальгическими круглыми фарами. Это роднит новинку с Land Cruiser первого поколения образца 1958 года. Остальным Prado досталась прямоугольная оптика в духе Land Cruiser 60. Если задняя дверь раньше открывалась в бок, причем по-японски направо, то теперь дверь подъемная с электроприводом. При этом возможность отдельно открывать стекло осталась. Под задним бампером находится полноразмерная запаска. По низу кузова стоят толстые пластиковые накладки, а у базового внедорожника неокрашенные черные бамперы и 18-дюймовые колеса с высоким профилем. Также будет предложено множество заводских аксессуаров для оффроуда, включая защитные пластины под днищем и силовые багажники. Prado J250 сохранил равную конструкцию, но в основе теперь лежит платформа TNGA-F. Ее использует Toyota Land Cruiser 300, причем колесные базы у них одинаковые – 2850 мм. Например, у уходящего Prado это было 2790 мм. Длина новинки выросла на 10 мм по сравнению с прошлым поколением, ширина на 95 мм, высота стала больше на 20 мм. Диаметр колес 18 или 20 дюймов в зависимости от комплектации. Новая рама стала на 50% жестче прежней, а общая жесткость всей конструкции выросла на 30%. Передняя подвеска на двойных поперечных рычагах с двухтрубными амортизаторами абсолютно новая. Сзади сохранился неразрезной мост, подвешенный на стальных пружинах. Из других особенностей конструкции стоит отметить электроусилитель руля и значительно увеличенные тормозные диски диаметром 432 мм. Система KDSS с активными стабилизаторами больше не предлагается. Вместо нее предложен размыкаемый передний стабилизатор поперечной устойчивости, который в принципе пригодится только на бездорожье. Заявленный дорожный просвет составляет 220 мм. Угол въезда 30 или 31 градус в зависимости от комплектации, а угол съезда 22 градуса. Land Cruiser Prado 6-го поколения получил совершенно новый интерьер. Материал отделки стали лучше. Например, верхняя часть передней панели оформлена мягким пластиком, а в нижней части пластик хоть и жесткий, но с прорезиненным покрытием. Prado может иметь 2 или 3 ряда сидений на 5 или 7 посадочных мест. Приборы теперь виртуальные, а MIDI-система имеет диагональ экрана на 8 или 12,3 дюйма.
Передняя панель обильно усеяна кнопками и переключателями. Также на центральном тоннеле установлен традиционный селектор коробки передач. Базовая версия внедорожника имеет медиасистему с 8-дюймовым тачскрином и 6 динамиками, тканевый салон, механические регулировки кресел, простой черный пластик и только 5 мест. Из бесплатных опций есть подогрев руля и передних кресел, беспроводная зарядка для гаджетов и инвертор переменного тока на 240 Вт. За доплату можно заказать трехрядный 7-местный вариант, медиасистему с 12,3-дюймовым тачскрином, проекционный экран, цифровое зеркало заднего вида, вентиляцию и электрорегулировки передних кресел, аудиосистему JBL с 14 динамиками и отделку перфорированной кожи. Кресла второго и третьего ряда могут складываться, образуя ровный пол. Новый Prado получил широкий набор силовых агрегатов, но механической коробки и мотора V6 больше не будет. Теперь только 4-цилиндровые двигатели. Базовый мотор — это бензиновый атмосферник объемом 2,7 литра, 2 TRFE, мощностью 163 лошадиные силы и 246 Нм крутящего момента. Он работает в сочетании с 6-ступенчатым автоматом. Такая версия предназначена для Японии и Восточной Европы. Основным двигателем станет знакомый турбодизель объемом 2,8 литра модели 1GD FTV, 204 лошадиные силы и 500 Нм. В зависимости от рынка он комплектуется автоматом с 6 или 8 передачами. В 2025 году этот дизель получит мягкий гибрид на основе 48-вольтового стартер-генератора. Дизельный Prado может буксировать прицеп массой до 3,5 тонн. Для рынка Восточной Европы и Ближнего Востока предложен вариант с турбо-четверкой объемом 2,4 литра серии T24A FTS. Он выдает 281 лошадиную силу и 430 Нм крутящего момента. Двигатель работает с 8-ступенчатым автоматом. Для Северной Америки и Китая подготовлен полноценный гибрид iForce Max на основе этого турбомотора и встроенного 8-ступенчатую коробку передач электродвигателя мощностью 49 лошадиных сил. Общая отдача системы составляет 330 лошадиных сил и 630 Нм крутящего момента. Но скромная тяговая батарея на 1,87 кВт-часа не позволяет внедорожнику передвигаться без активации ДВС. Всем Land Cruiser Prado предложен постоянный полный привод с межосевым дифференциалом, двухступенчатой раздаткой и 2 блокировки. Не придется доплачивать за ползущий режим круиз-контроля, ассистента помощи при спуске с горы, а также за заводские внедорожные пресеты электроники. Причем они теперь работают и с включенной понижающей передачей. Опционально доступна система отключения передним стабилизатора поперечной устойчивости для лучшей работы подвески, а также продвинутые камеры кругового обзора с функцией прозрачного капота. Новый Prado штатно оснащен автоматическим дальним светом, адаптивным круиз-контролем, системой контроля полосы, распознания пешеходов и дорожных знаков, системой контроля слепых зон и системой предупреждения о перекрестном столкновении. В Северной Америке новый Land Cruiser Prado появится в 2024 году. При этом уже озвучено, что стартовая цена окажется около $55 тысяч. Выпускать внедорожники будут на 2 заводах в Японии. Друзья, понравилась ли вам новая брутальная внешность в ретро-стиле? Оставляйте свое мнение в комментариях. Это поможет продвигать видео и поддержит канал. А если вы интересуетесь автомобилями, то обязательно загляните в мой телеграм-канал, где каждый день выходят актуальные автомобильные новости. Ссылку оставлю в описании под видео и закрепленном комментарии. Переходите и подписывайтесь, чтобы не пропускать новые видео и быть в курсе последних событий автоиндустрии.